Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите со дня на день? Давайте узнаем, что изменит вас, а что изменит вашу жизнь. И на картах старинного цыганского пасьянса мы узнаем, какие события вас ожидают в ближайшие дни. Буквально с первых дней года. И я так могу предположить, что раскачиваться долго после праздников нам, скорее всего, не придется. Должна сказать также, что, скорее всего, весь январь, вплоть до 4 февраля, поскольку Уран в это движение, обратное движение, он нам будет помогать адаптироваться к реальности, которая уже сложилась. И это, скорее всего, будет связано с какой-то прежней историей или с чем-то нам уже хорошо знакомым. И тут, когда у нас идет ретро, да, движение, это всегда мы говорим с приставкой «пере» что-то. Переделать, пересмотреть, переиграть, передоговориться, переподписать, может быть и так. Думали одно, но как-то тут мы переделываем по-другому. Собирались ехать в одно место, здесь мы можем тоже какую-то конфигурацию или по срокам пересматривать, или поехать вообще туда, куда, может быть, еще пару недель тому назад или месяц говорили, нет, вот это в мои планы не входит. Вот какая-то коррекция, скорее всего, с первых дней года она будет. Может быть, у кого-то что-то подобное уже и сейчас, в декабре. Я такого не исключаю. И первыми у нас карты старинного цыганского пасьянса. Именно о событиях они нам расскажут. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Коридор возможностей. И кармический декабрь. Есть такая статья, поверьте, это больше касается всех событий 2026 года. Это как программа. Вот правда у вас новость какая-то, которая неожиданно, как колокол. Имеется в виду, даже может это быть как средство массовой информации. Всегда, когда колокол, это то, что мы, понятный момент, неожиданность, и это то, что не мы как бы инициировали, но отреагировать на это мы как-то должны. Ну, давайте посмотрим, а что же дальше. Вот интересно, колокол. Колокол и закрытый путь. Ну, тут может быть даже банально та ситуация, когда мы слышим действительно какую-то новость и понимаем, что занимались мы, допустим, чем-то одним, понимаем, что нет. Тут придется именно что-то переиграть, перестроить, потому что закрытый путь. Точно так же я могу допустить, что для кого-то из вас уже планы были составлены. Но, может быть, так сложилось, что вы чем-то даже не очень хотели заниматься. Или не хотели в чем-то участвовать. Так вот, сродни неожиданной такой информации может быть, которая говорит, а тебе и не нужно этим заниматься, Овен, потому что либо какой-то вопрос решился сам, либо уже не имеет значения. То есть внешние события самое главное. Или пусть это в виде информации, или словно сорока на хвосте принесла, да, но кто-то из людей вам сказал. Вы каким-то образом проанализируете и понимаете, что нет. Ну, приходится корректировать планы. Вот к этому будьте готовы. Где-то с первых дней года. Что еще ждет? Радость, мои дорогие, венок. Венок, и посмотрите, у нас еще одновременно совпадает с документами какими-то, да. Вот этот пакет в основном это как документы. Я больше склонна считать, что поскольку тут сургучная печать, это официальные бумаги. Или какое-то официальное заявление. Или это правда контакты, контракты. Имеется в виду, может быть, с работодателем, да, уже какие-то были прежние договоренности, а здесь вы подпишете. Кто-то получает, может быть, непосредственно важную бумагу, документ, который вы ждали. И, может быть, вы уже думали, что, ну нет, это не получится. Или знаете как, отложили что-то на потом. Ну вот когда у меня там, допустим, произойдет какое-то событие или получу я, к примеру, даже документ или какое-то согласование, вот потом я и буду думать. А тут как-то, может быть, и ускорится некоторые моменты. Вы остаетесь радостными.
Ну, конечно, в нашу цифровую эпоху у кого-то это может быть не обязательно пакет. Вполне вероятно, сообщение в мессенджере, может быть, да, или СМС. Победа, мои дорогие. Тут может быть и такая ситуация, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Давайте так откровенно скажем. Вы слышите, как будто куда-то путь закрыт, а Овен может подумать, да мне это 100 лет не надо. Может быть, это вы куда-то вынуждены были или планировали вынужденно отправиться, а теперь вот тут может произойти какая-то конфигурация, когда мы понимаем, что это уже не имеет смысла. И у вас победа, и все-таки какая-то дорога будет. А вот и правда, у кого-то из вас собирались ехать в одно место, а поедете куда-то в другое. Или собирались вы куда-то поехать, а тут вы узнаете, что человек к вам едет. Вот и такое может быть. И вы испытываете радость. Может быть, это вот известие какое-то. И более того, у кого-то это может касаться личной жизни. Любовь, роза. А также, смотрите, прочная связь, узел. Тут какая-то история очень интересная. Может так лихо закрутиться? Да, почему нет? Вполне вероятна история любви. Но, может быть, это и касается вопросов семьи, каких-то согласований, важных бумаг. Почему нет? По лебедю ведь это не страсть, это верность, это участие, это забота. Это вот именно душевное тепло и та любовь, которую человек без слов чувствует. Может быть, это вы передаете это чувство, а может быть, это и вам. По лебедю это взаимность вот именно проходит. Будьте счастливы, мои дорогие овны. По крайней мере, к этому стремиться. У вас сильная позиция. Значит, Уран расставляет все по местам. Уверенность, смотрите, победа, уверенность, тут и радость. Да, может быть, и есть какие-то пути, дорожки. Смотрите, ангел. Когда это значение выпадает, вам как высшие силы помогают. А может быть, и человек есть такой, словно ангел, да? Добрый, искренний. Очень люблю вот это значение благополучия, когда выпадает голубь. Это когда, даже если что-то переворачивается с ног на голову, бывает такое в нашей жизни, но вот это значение говорит, что все равно тут все отстроится так, как надо. Поэтому даже если есть какие-то метаморфозы на начало года, они для вас складывают какие-то более счастливые горизонты, мои дорогие овны. Ну вот так вот события с первых дней 2026 года нам показали. И в нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые находятся в крайних рядах по вертикали и горизонтали. Мы можем еще сложить... Ага, вот, кстати, я еще увидела одно. Смотрите, цыганка. Ну, это прорисована цыганка, наверное, поэтому и пасьянс так называется. От автора, что называется, да. Но на самом деле трактуется это просто как лицо. Поэтому и сигнификатор такой цыганка, да, незнакомый. То есть это тот человек, которого мы еще пока недостаточно хорошо знаем. Может быть, какая-то, знаете, и лживая информация, кстати. Перепроверяйте. Может быть, это вы причесываете свое окружение, потому что, ну, я так могу предположить. Нож– это ссора. И как раз так получилось, что ну вот на одной линии, да? Может быть, это какой-то даже человек сознательно выводит вас на эмоции, мои дорогие. Поэтому если бросают вам какую-то перчатку в словесной дуэли, не ведитесь на это, вот и все. Ну и сами избегайте конфронтаций. Вам это помогает. Тут наоборот, как, знаете, уйти от какой-то напряженности, от каких-то неопределенностей. У вас есть ну, как минимум один человек, а то и группа поддержки, который именно за вас. Поэтому ну, вот именно таким контактом, кто вас чаще заставляет улыбаться, тот, кто вас вдохновляет. Вот с такими людьми быть рядом. Ну и, конечно, с теми людьми, которые искренние, да, а не те, которые как интерес. Потому что известно, интерес сегодня есть, а завтра иди поищи, куда он делся. Семейное счастье, подкова. А также подкова еще и удача. Смотрю, пока с вами разговариваю, что еще совпало. Я не вижу больше совпадений. Поэтому пойдем с вами дальше. Давайте дополним картами Таро. Что же там с первых дней будет
Что с самого начала года, со дня на день, считаете, это уже у нас совсем близко. Что для вас, мои дорогие овны, прояснится со дня на день? С первых дней года. Достанем такую карту. Что уйдет или что вы завершите? Может быть, с чем-то вы определитесь. И третья карта. Что нового войдет в вашу жизнь? Какое продолжение следует? Может быть, если вы, как-то определяетесь, да, и тут меняете какую-то конфигурацию. Давайте будем узнавать. Так что же для вас прояснится? Король мечей. Ну, это может быть, конечно, с конкретной личностью связано, но это карта эксперта сама по себе. Это юристы, адвокаты, это врачи, кстати, или люди, работающие с металлом, в целом узкие специалисты. И тут может даже банальный какой-то вопрос дома, ну, например, кран потек или что-то там вышло, не дай бог, конечно, из строя. Ну, это ж, увы, это банальность. Часто бывает такое, да? И вам придется эти вопросы заниматься, нанимать специалиста. Может быть, и на самом деле так будет. И ведь мы спросили, что прояснится, а карта эксперта. Поэтому у вас есть какое-то дело, задача, тема, которую не нужно додумывать самому. Ничего вы там не придумаете. Вам как будто нужно именно к специалисту, мои дорогие, обратиться. И после этого, когда какой-то вердикт или вам скажут, на каком свете словно вы находитесь или ваше дело планируемое или осуществляемое, вам именно нужно либо сделать что-то по порядку, или надо узнать, как работает закон, или вписаться, может быть, в какой-то регламент при ожидании, допустим, документа. Вот вам нужно знать что-то наверняка. Конечно, я не исключаю, может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Но здесь именно ясность. Давайте узнаем. Иногда это, кстати, чиновники или какие-то официальные лица. Так что ж там прояснится? Ух ты, а у вас будущее уже. Посмотрите, на пороге, что называется. Колесница. Единственное, как вам выбор придется делать. Может быть, для того, чтобы с чем-то определиться. Понять, да, или знать точно, как нужно делать вот это ноу-хау. Вам и будет необходим вот этот специалист. Как будто на выборе вы будете стоять. И ведь это старший аркан. Тут не совсем про первые дни года. Это вот не заканчивается этим. Старшие арканы, они, в каком-то своем регламенте временном идут. Это, скорее всего, может быть продолжено как минимум до 4 февраля, а то и до 26 апреля. Тут плюс-минус у кого как. Но это ведь карта предвещает победу и успех. Поэтому нужно знать вот это ноу-хау, как делать, как поступать. Не додумывать что-то вам самому, а понимать, может быть, даже как в отношении именно вас, в вашем случае, работают какие-то приказы, законы. Может быть, это и касается работы. Иногда руководители, да, по этой карте тоже идут, официальное лицо. И вы будете какие-то согласования. Но по старшему аркану колесница тут что-то интересное, мои дорогие. Ладно, а что ж уйдет? Или что вы завершите сами? Туз мечей. Я часто называю, и кто смотрит мои видео давно, слышит туз мечей, выход из лабиринта. Да, это какая-то новость. Да, эта новость может так, знаете, как мы говорим, ошарашили меня, да, вот какой-то новостью. Но ведь разного рода мы слышим информацию, и совсем не обязательно, что даже если она такая колючая на первый взгляд, но она словно освобождает вас от чего-то. Вот, наверное, освобождает, как будто куда-то идти не нужно. Или какая-то история вам уже не интересна. Или с каким-то делом вы можете, как быстро завершить это дело, да, или быстро разобраться. То есть какой-то лабиринт и путаница буквально заканчивается, и это может быть связано либо с получением документа или информации, что идет или вы завершите. В конечном итоге я вам скажу, у кого-то это может касаться окружения, потому что по пятерке жезлов идут, люди интересные, будем говорить, но не совсем надежные. И не потому, что они нас надумали обмануть или имеют какой-то хитрый план. Человеку сложно определиться. Сейчас он думает одно, а может быть через пару-тройку часов что-то его заинтересовало, и все, и он уже забыл, он уже в каком-то новом деле, он уже думает совсем о другом, поэтому
Но бывают такие люди, мы никуда не денемся, мы с ними будем на протяжении жизни сталкиваться, поэтому правильно определить, кому можно доверять, кому нет. У вас лебедь. Точно так же по этой карте я часто говорю карта информационного хаоса. Когда пришел один какой-то, может быть, визитер и принес новость, да, или пришло одно известие, а через какое-то время совершенно что-то противоположное. Поэтому, по сути дела, это и есть какая-то путаница. Поэтому путаница действительно завершается. И у кого-то это будет касаться какого-то информационного потока, а у кого-то будет связано с конкретным человеком. Что нового войдет в вашу жизнь? Или, может быть, вы так определите, что продолжить что-то нужно. Ну вот 16-й аркан. Башня. Вообще ведь это карта трансформация. Трансформация какая-то совершенно необходима. И я уже тут сказала вскользь, хоть камни с неба, а вам как будто это в плюс. Давайте, мне хочется еще один старший аркан. Но это всегда те внешние события, которые мы не можем отменить. С чем это связано? Ого, император. Конечно, это может быть связано с официальными лицами, с какими-то решениями, ведь император – это структура, это какой-то порядок, это власть, опять же закон. Как поступить вы будете решать. Может быть, это меняются сами по себе законы. Может быть, меняются настолько, что куда-то прежде вы не могли поехать, а могли только в одном направлении. Или закон работал каким-то определенным образом, а здесь выходят какие-то поправки, и они уже теперь действуют сильнее как закон. Вот вы вполне можете что-то переписывать, перезаключать, как какие-то контракты, ну, может быть, это у кого-то и официальные лица, да, инстанции. Может быть, и банки, я такого тоже не исключаю. Но у вас ведь очень добрые выпали позиции по картам пасьянса. Поэтому не тушуйтесь, если поначалу, ну, новость выглядит так, что ни в какие ворота не лезет. Постепенно все приходит в баланс, все постепенно отстроится. И башня ведь тоже отчасти это где-то структура. То есть раньше первая карта это была, как тюрьма, старая тюрьма, которая уже имела трещину, и рушится она именно от попадания молнии. Поэтому, может быть, вот то, что было уже где-то ж зыбко, оно должно быть разрушено. Оно не имело прогресса, оно не могло так долго стоять, да, вот если как прообраз этой башни. Поэтому тут какие-то могут быть и изменения в плане законотворческих актов. И для кого это актуально, смотрите, следите, потому что император – это именно власть, структура, возможности, активность. И что-то вам нужно сделать по закону. Ну, может быть, в каком-то новом ключе переписать. Но это ведь еще карта вас самих, мои дорогие овны. Император – это вы сами. Хотя для кого-то и дома, может быть, император такой есть. Ну, и так тоже бывает, да? Когда как генерал на параде, отдает команды, кому куда идти, маршировать или остановиться, ну, может быть, да. И так это сложновато выстраивать, может быть, отношения. И, может быть, были какие-то, ну, такие прения, скажем, горячие по аркану башня, то тогда есть возможность помириться, правда? Давайте посмотрим еще. Но перевести, по крайней мере, что-то на новый уровень из разряда того, что нужно продолжать. Пусть это у кого-то на уровне отношений. У кого-то из вас то же самое может быть и по части работы. Более того, тройка пентаклей. Тройка любая– это карта будущего, а по тройке пентаклей мы учимся. Мы сдаем какой-то жизненный экзамен. У вас и ситуация сродни экзамена может быть, но кто-то из вас решит, а уран у нас все дробит, поэтому был один источник дохода, кто-то придет к выводу, что нет, нужно мне что-то дополнительное. Может быть, пассивный доход или какую-то работу на дому, удаленную работу. Ну, тут у каждого по-своему. И, может быть, вам для этого необходимо пройти курсы. Или для того, чтобы, с учетом, опять же, аркана император, получить новую должность, построить карьеру. И вот смотрите, мои дорогие, у кого-то из вас следующее. Вот особенно для кого карьера или что-то подобное очень актуально. Вы слышите новость. А может быть, вы мечтали о какой-то должности, но она была занята. И у вас были, как раньше, закрытые дороги. И вы слышите новость, и она разрушает вот эти закрытые дороги. Вот как будто та система, которая была, она рушится. У кого-то смена руководства, а новая метла по-новому метет.
новые правила, новые порядки. И вы как раз вот в этот новый порядок. Как будто и для вас вакантное место может быть, и вам могут что-то предложить, но вам нужно будет как-то умело договариваться. Но вас-то видят ресурсным человеком. И, может быть, для того, чтобы какую-то должность, как вступить в нее, вам необходимы какие-то дополнительные либо курсы, либо пройти какое-то обучение. Так или иначе, жизненный экзамен какой-то. И, может быть, вы знаете, быстро как-то на самом деле разворачиваются события. Год так начинается динамично. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Все ссылки будут в описании под видео, а также ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь, буду вам искренне рада. На телеграм-канале я собрала весь контент, который и я имею с нескольких YouTube-каналов и с моего сайта. Может быть, кому-то эта форма более удобна. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.